Можно ли построить красивое тело, занимаясь только калистеникой? Прямо сейчас вы смотрите на живой ответ, которого зовут Деян Стипич. Да-да, именно так, поскольку в Рунете парня уже достаточно давно называют Дежан Стипик, что, как выяснилось, неверно. Как вы поняли, мне удалось связаться с этим атлетом, я задал ему пару вопросов, а также собрал информацию из доступных источников, чтобы максимально подробно рассказать вам о Деяне, так что по традиции колотите любимый напиток, мы начинаем. На этом канале я множество раз разбирал совершенно разных атлетов, и чаще всего в каждом из них была какая-то отличительная черта. Например, Освальдо Лугонес – это человек с идеальной техникой выполнения всего, за что он берется, при этом не обладая каким-то уникальным телосложением. А Крис Херри, например, это человек с нестандартной внешностью, которому удалось построить очень успешную кампанию вокруг своего любимого дела. Деян, на мой взгляд, также имеет отличительную особенность, и она бросается в глаза сразу же при виде этого атлета. Я говорю, конечно же, о телосложении. Очень мощные руки и предплечья, а также этот атлет является одним из немногих в калистенике, кто уделяет серьезное внимание ногам, что, собственно говоря, также благоприятно влияет на рост мышечной массы. Сейчас Деян весит 81 кг при росте в 171 см, а размер бицепса составляет 45 см на холодную. Тренируется этот атлет уже давно, и его тело менялось достаточно постепенно. Еще в детстве родители отдали парня на спортивную гимнастику, где тот достаточно успешно выступал и смог даже стать национальным чемпионом. Однако, будучи еще школьником, ему хотелось чего-то большего, чем просто тренировки и учеба. А спортивная гимнастика, как вы понимаете, спорт не из легких. Тренироваться приходилось до школы и сразу же после. При таком графике времени не оставалось ни на хобби, ни на личную жизнь. Также давали о себе знать и травмы. Поэтому вскоре Деян принял решение завязать с этим. После этого непродолжительное время парень отдыхал, выпивал, веселился с друзьями, но в то же время понял, что особого смысла и предназначения в жизни не имеет. Однако в 2012 году по Евроспорту транслировался чемпионат по стрит-воркауту. Ставьте лайки, если смотрели. Именно тогда Деян осознал, что может делать все то же самое, ведь уже был достаточно мощный бэкграунд в виде спортивной гимнастики. Собственно говоря, поэтому он и решил попробовать. В процессе занял 3-е место на чемпионате мира в Москве. Затем один за одним выигрывал и другие чемпионаты, при том, что само направление фристайл, в котором Деян выступал, ему не особо-то и нравилось. Просто это было неким способом показать себя миру. Что ж, судя по всему, у парня это достаточно неплохо получилось, ведь в его инстаграме более 200 тысяч подписчиков и еще сотня на YouTube канале, который с недавних пор атлет ведет весьма регулярно. Там он делится своими тренировками и иногда ответами на вопросы, и меня заинтересовал именно момент тренировок, ведь, как вы знаете, очень часто атлеты показывают любые комплексы, лишь бы сделать контент, при этом никогда не пробуя эти самые комплексы на себе лично. Поэтому я задал Деяну вопрос: делаешь ли ты сам эти программы, о которых говоришь на своем канале? И ответ был: да, некоторые тренировочные комплексы я использовал в прошлом, а некоторые, новые, использую сейчас, говорит Дежан. Но сколько бы мы ни обсуждали тренировки, вопрос генетики стоит не менее остро, и Деян со мной согласен по этому поводу. Однако, по его словам, генетика влияет больше на скорость и сложность достижения результата, чем на сам результат. Конечно же, и дураку понятно, что такой результат недостижим при тренировочном графике 2-3 раза в неделю по 40 минут собственным весом. Да, генетика у Деяна что надо, однако он постоянно добавляет тренировочные веса и имеет достаточно внушительные силовые рекорды. Об этом мы поговорим чуть позже. Для тех, кто не знает, прогрессия нагрузок в воркауте осуществляется при помощи жилетов-утяжелителей, утяжелителей для ног и поясов с цепями, на которые в свою очередь вешается дополнительный вес. Все это, кстати, есть на сайте workoutshop.ru. У ребят собственное производство, доставка по всей России, оплата при получении, а также гарантия возврата товара, если по каким-то причинам он вам не подошел в течение 30 дней. Так что ссылку я оставлю в описании, ведь дополнительный вес и его прогрессия — это и правда ключ к результатам в этом спорте. Вообще меня всегда удивляли люди, которые, смотря на таких атлетов как Деян, думают, что им все всегда дается практически без усилий. Но это не так. Чего стоит только вот этот фрагмент.
park. I filmed my very first YouTube video on it with my team, Barbmaniacs. Это, конечно, шутка, но травм у него действительно было много. Как говорит сам Дэн, если бы я не бросил гимнастику, то, скорее всего, этот спорт меня бы прикончил. Doing shows again and workshops with a basically broken shoulder. See, you have a picture here, me being rock taped, so I can do the show. Man, and I think I did this move, and then when I went down, I tore my shoulder. Terrible. And then a week after, I'm doing planche. Done. Что ж, предлагаю перейти к практической части и выяснить, как он питается, сколько тренируется и на что вообще способен этот атлет. Начнем с последнего. Самые весомые рекорды, по словам самого Дэна, это выход силой с весом плюс 35 кг на турнике, также подтягивание с соткой и присед 170 кг. Собственно говоря, вопрос больших ног на этом закрыт. Но отсюда же возникает и другой. Почему просто не тренироваться в зале? Зачем нужна вся эта калистеника? Ответ прост. Тренироваться в зале достаточно скучно, и второй момент заключается в том, что на подобный вид нагрузки, а именно калистеника с дополнительным весом, тело Дэна реагирует лучше. Так что, как видите, выбирать лучше из собственных ощущений и пожеланий, а не просто потому, что вам кто-то навязал свое мнение. Кстати говоря, база со своим весом у него также достаточно внушительная. Это 40 подтягиваний, 100 отжиманий на брусьях и 250 от пола. Конечно же, вы скажете, что это далеко не Давидыч или что-то в этом духе, но согласитесь, весьма неплохо. Тренируется Дэн 5-6 дней в неделю по 2 часа. Сюда входят и разминка, и сама тренировка, и растяжка после. В питании придерживается 3-4 приемов пищи, при этом калорий не считает. И что самое интересное, на протяжении последнего года является веганом. Вообще сейчас это достаточно массовая практика, как вы заметили из моих последних выпусков. Но Дэн это аргументирует тем, что ел банально слишком много мяса. На кето-диете он употреблял более чем полкило мяса каждый день. А как вы понимаете, для органов это не самый лучший подарок. Соответственно, в качестве эксперимента он попробовал стать веганом. И вот уже год держит этот режим. Для тех, кому это интересно, главное это разнообразие. Конечно же, на одних салатах вы просто умрете. Для грамотного построения такой диеты в рацион нужно добавить много энергетически ценных продуктов, таких как фрукты, орехи, бобы и так далее. Поэтому лучше либо обратитесь к профессионалу, либо хорошенько изучите этот вопрос. Кстати, напишите в комментариях, если являетесь веганом, и как это работает на ваш организм. Думаю, и мне, и некоторым моим подписчикам будет интересно узнать об этом. Так, с тренировками и питанием понятно. Деньги-то откуда? Этим вопросом задаются очень многие при виде атлетов, подобных Дэну. И скажу вам, что у меня он тоже возникал в прошлом, ведь профессиональным спортсменом становиться мне не хотелось, ввиду травм, большого количества конкуренции и сравнительно небольших призовых. Поэтому я решил вести свой видеоблог и работал в этом направлении. Однако соцсети это всего лишь один источник дохода. У Дэна их на порядок больше. Какое-то время он работал VIP-тренером в Дубае. Затем стал развивать свой Instagram, на котором, повторюсь, уже более 200 тысяч подписчиков. С недавних пор добавился еще и YouTube канал, которому ребята тоже уделяют достаточно много времени и подходят к делу со всей серьезностью. Я это понял по одному из фрагментов, где оператор Дэна рассказывал, на что они снимают свои видео. So most of the time we are filming with a Canon C200, which is filming right now. Then also we have the A7S Mark II. We are doing the pictures with the Canon 5D Mark IV. Filming with the A7S Mark II on the gimbal when we have like two cams, or only when we have one cam. Then we are filming with the C200 with mostly Canon lenses. So mostly with the Canon 24 to 70 millimeter with 2.8 f-stop and with a 24 millimeter with a 1.8 f-stop, I think. So. Собственно говоря, из социальных сетей последовали продажи собственных тренировок онлайн, также воркшопы по всему миру, мерч и другие коммерческие проекты. Сейчас Дэн занимается бизнесом вместе со своим партнером Джулианом Колбом. Так что атлет определенно нашел свой путь в жизни, и это замечательно. Ведь на вопрос, какие планы на будущее, парень ответил просто, что хочет становиться лучше во всем, что он уже достиг, и развивать те направления, которые он в данный
момент развивает. То есть питаться лучше, становиться все более экспертным в своем деле, развивать бизнес и так далее. И это круто, ведь у людей, которые еще только ищут свое предназначение, таких четких понятий и видения себя в будущем нет. Так что, пожалуй, именно этого я вам и пожелаю, ведь уверен, на меня подписано множество талантливых атлетов. Про некоторых из них я даже делал видео, однако не всем удается этот талант правильно продать. Главное помнить, что ничего по-настоящему ценного не достигается легко, и тренировки должны послужить вам отличным примером того, как упорная работа в любом жизненном аспекте в конечном итоге приводит к результату. Что ж, а я надеюсь, что выпуск вам понравился. Не забудьте написать ваш комментарий на тему веганства и обязательно подписывайтесь и ставьте колокол, потому как это позволит нам с вами с большей вероятностью увидеться снова. Всем пока!